Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Таро прогноз. Цыганский старинный пасьянс Таро на неделю с 5 по 11 мая. Давайте узнаем, что изменится или что, быть может, заставит измениться вас. С чем могут быть связаны события ближайших дней или в какой сфере жизни вы будете принимать важные решения, что-то корректировать. И узнаем, к чему все идет. Знаки судьбы достанем такую карту, как что вам хотят передать, сказать высшие силы, на что вам нужно обратить внимание в эту неделю. И, конечно, будем реалистами, поскольку карты Таро – это инструмент для самопознания. Осознать те глубинные процессы, которые происходят в нашей душе и формируют проблему. Цель наша – найти решение этой проблемы или того вопроса, который вас, возможно, уже замучил или мучает давненько, прожить эмоционально и, в первую очередь, снять напряжение. Мы вместе с вами размышляем, предполагаем и допускаем развитие альтернативных вариантов событий. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Но просчитать что-то наперед или предположить, что вот и таким образом могут развиваться события, мы с вами можем и где-то словно репетиции проиграть возможную ситуацию. Или рассмотреть ваш вопрос, мои дорогие, так несколько отстраненно. Потому что действительно, почему мы смотрим Таро или какие-то прогнозы? Ведь наше сознание – это великий шаблон. Когда мы слушаем и смотрим одновременно на выпавшие карты, много значений, мы невольно перекладываем на метафору карт то, что нас как раз беспокоит или мучает буквально. Ну, мы смотрим события ближайшего будущего. Что спешит в вашу жизнь? Какие события? С чем это может быть связано? И карты старинного цыганского пасьянса больше как раз событийный ряд нам и показывают. Деньги. У кого-то денежная тема – это как интерес. Ну вот, хочу больше денег, например, да. Ничего плохого в этом нет, потому что деньги – один из способов взаимодействия с миром. И поэтому для кого-то действительно денежная тема – основа каких-то ваших последующих свершений, возможно, или как открывает возможность каким-то новым ресурсам. У кого-то это может быть как курсы вы себе запланировали, или обучение чему-то, или вы хотите запустить какой-то проект, и тоже вам нужны деньги. У кого-то конкретно получение денег на этой неделе. Давайте посмотрим дальше. Может быть, и подписание важных бумаг, мои дорогие. Вот такое тоже допускаю. Или решение какого-то вопроса конкретным, с конкретным человеком, точнее, потому что у вас выпадает цыганка, да, но в раскладе, в пасьянсе, это прописано не цыганка, но вот изображение таково, как лицо. Имеется в виду тот человек, которого мы недостаточно хорошо знаем. И еще рано делать выводы. Вот тогда вы будьте особо внимательны, мои дорогие рыбы и рыбки, потому что рядом деньги и лицо, вроде как человек, который, ну, может быть, и знакомый. Но что от него ожидать, мы пока не знаем. Вот именно такая конфигурация. И поэтому будьте аккуратны. Может быть, вам что-то предлагают. Или предлагают что-то купить. И тут торопиться с этим точно не следует. Или не взять на себя какие-то обязательства, мои дорогие. Рассмотреть, по крайней мере, или найти ту самую истину. А если это какой-то новостной момент, перепроверить информацию. Может быть, найти информацию о конкретном человеке. Как минимум для начала задуматься. А у вас, смотрите, тем не менее, какая-то взаимосвязь может быть с этим человеком, или вы пытаетесь решить какой-то вопрос денежный. Может быть, это касается, я такое могу допустить, вы ищете работу, и как контакты с работодателем. Ну, тогда все равно нужно переходить от обещаний к какой-то конкретике, чтобы потом не сожалеть, что мы на что-то согласились и попали в некоторый либо просак, либо неудобное положение. Но для кого-то из вас вот это знакомство, которое будет касаться либо работы, либо совместной, может быть, деятельности, или каких-то, ну вот, ключевых вопросов в вашей жизни, когда и со знаком плюс вот такое знакомство тоже может быть, потому что у вас ключ.
А ключ – это у нас как открывают возможности, мои дорогие. Это открытый путь, жизненный имеется в виду. Это очень важное значение, когда вот словно прежде были препоны или словно закрыты врата Вселенной, но вот теперь они открываются. А у кого-то из вас, я такое допускаю, мы все разные, любовь. Лебедь – это любовь, верные отношения, искренние отношения. Ну, сама по себе верность, когда... Хотя это могут быть разные люди просто-напросто. Но кто знает, может быть новое знакомство, и вы человека именно так воспринимаете, как того, кому следует доверять. Но я и не исключаю, мои дорогие, что кому-то из вас новый знакомый или знакомая будет словно пытаться подъехать на стриженной козе, потому что с просьбой, к примеру, одолжи мне денег, или давай вместе какую-то тему там с тобой придумаем денежную. Доверяй, но проверяй. Все-таки я вижу так, мои дорогие. Но я очень надеюсь, что просто вот этот лебедь – это деньги деньгами, а чувства чувствами. Обычно нам всегда дают совет, карты, не складывай все в одну корзину. И камни, и яйца. Или не смешивай эмоции, не добавляй их в те вопросы, которые требуют рационализма или буквально математического подсчета. Иначе эмоции в таких рациональных делах нам делают жизнь путанной и непонятной. У вас выпадает, в принципе, понятное все, потому что у вас якорь. Поэтому я так вижу, деньги есть, деньги будут, какая-то уверенность в завтрашнем дне или возможности. Идем дальше. Сама по себе стабильная неделя. Ну, по крайней мере, так нам показывают. А у кого-то, правда, и любовь, и союз, контакты с каким-то человеком. По кольцу это прочный союз. Может быть, и правда что-то будет продолжено. Какие-то отношения. И пусть они, допустим, зародились только на этой неделе, или пусть недавно. Может быть, там за какой-то период до этого времени. Но для вас все равно это то, что будет продолжено. По крайней мере, я вижу именно так. Смотрим, что у вас еще совпало. В нашем пасьянсе мы можем складывать как по горизонтали, так и по вертикали крайние ряды. Я смотрю, что мы можем еще соединить. Откровенно говоря, не вижу. Поэтому деньги, лицо, знакомый или знакомая, подвести, чтобы итог. Лебедь – это искренние отношения. Открытый путь. Кстати, у кого-то открытый путь может означать поездку. У кого-то планирование переезда. Или, может быть, как известие, что человек вам какой-то собирается приехать. Хотя вот именно этот контекст, я думаю, проиграется совсем не у многих. А вот вы куда-то засобираться можете. Потому что, смотрите, у вас еще совпадает кот, это флирт и хорошее настроение. Но поэтому тут такой флирт, который может вас эмоционально закрутить. И вопросы любви, и какого-то прочного союза, и одновременно, может быть, поездки, путешествия, и, может быть, даже спонтанно, ничего не планировали, но вот как-то так у вас закрутятся дела на этой неделе, и более того, смотрите, жить будет интересно, и будет повод для радости, а еще у вас ангел. Это как ангел-хранитель или какой-то конкретный человек, который вам готов помогать. Единомышленник или тот, который с вами заодно, тот, который приходит в трудную минуту, может быть и так, и одновременно готов за вас искренне порадоваться. Но это еще и символ поддержки высших сил, как ангелы наблюдают за вами. Ну вот теперь я не вижу что-то еще, поэтому пойдем с вами дальше. И первая карта, которую мы достанем на картах Таро, будет называться «Что же неожиданно изменится?» Это то, чего вы не ждете. Или в какой сфере жизни вы будете принимать важные решения или что-то корректировать. Иными словами, это те перемены, изменения, события или информация, которая приходит извне. Это не то, что вы планировали. А что будете менять вы? Это что меняет вас, а это что меняете вы.
И к чему все идет? Третья карта. Какое продолжение следует? Достанем карту «Знаки судьбы». Что вам хотят сказать высшие силы или на чем заострить ваше внимание? И опять же, к чему это все идет? Для чего это нужно? По основным сферам жизни. Сфера ваших достижений, работы, учебы, ваших планов. То, к чему вы прикладываете усилия. У кого-то документы, может быть, и так. Энергия денег. И любовь, личная жизнь. И я немножко перемещу. Сделаем так. Давайте с вами узнаем, что ж там неожиданно изменится. А ведь и правда у кого-то будет знакомство с таким человеком, который словно обладает магнетизмом. Вот как по королеве жезлов. Конечно, я не исключаю, что вы сами можете быть в подобных энергиях, потому что какая-то тема, которая к вам приходит тоже извне, вас буквально захватила. И вы уже во власти какого-то своего интереса. Но это именно начальная точка или приход этого интереса, темы, вопроса, которым вам хочется продолжать и заниматься, это тоже будет либо что-то услышанное, может быть, и до этого времени, может быть, до этой недели вы уже к чему-то приступили, но тут будет словно набирать это тогда ваш интерес или дело, оно будет набирать темп. Вы будете, может быть, развивать именно этот вопрос, и у вас через решение того, что вас интересует. Вы словно обрастаете какими-то контактами. Вы можете даже и познакомиться с таким человеком, как вот я уже сказала, который вас притягивать может нестандартностью взглядов, широтой, кругозором, может быть и такое даже. Но вообще карта нам говорит, не торопись делать выводы. Если уж мы переложим эту карту именно на вас, тут самое разное может быть палитра, и нам уже где-то сказали, что контактов будет достаточно. И повод для радости, и вдохновения, мои дорогие рыбы. Это точно будет. Но не говори никому ни да, ни нет. Умей хранить молчание. И не случайно вот этот черный кот, который обычно изображается рядом с королевой жезлов, это и символизирует, что она умеет хранить тайны и свои, и чужие. Вы никогда не узнаете, что же она задумала. Поэтому, общаясь с новыми людьми, не стоит замечтаться. Вам не расскажут, что же человек собирается делать или какой, словно конечной цели он готов достичь, к чему он стремится. Поэтому и вы будьте в этих энергиях. Это вам будет помогать. Почему? Потому что по этой карте, прежде чем, вот эта карта уверенного человека, самодостаточного, очень такого и здравомыслящего, и одновременно сильная позиция. Но прежде чем королева жезлов достигла такой позиции, ее жизнь ставила не раз на колени, поэтому она научилась молчать и не предвосхищать. Она сначала наблюдает, просчитывает, а потом действует. Но ее отличает два очень ценных качества. Умение работать с информацией, первое. И второе, умение распоряжаться деньгами. Это, по сути дела, бизнесмен. Ну или бизнесвумен. Хотя к полу карты мы не привязываемся. И это мы смотрим просто энергетику. Поэтому даже если меня мужчины смотрят, переложите все то, что я только что сказала, на себя. Как вам подобные энергии могут помочь. А что же будет менять вас, или что будете менять вы? А ведь и правда, для кого-то из мужчин важная женщина в вашей жизни. И может быть, у кого-то это руководитель проекта или просто руководитель на работе. У кого-то это может быть и мама, но я так вижу, это может быть какой-то союз, который основан одновременно на дружбе или на каком-то общем интересе. Но одновременно, так шаг за шагом, вы можете начать испытывать эмоции друг к другу. Потому что императрица – это практически целая палитра разных эмоций, чувств и одновременно практицизма. Это где-то про деньги тоже. Это в целом про благополучие. Это про реальную жизнь. И, мои дорогие девочки, это вы себя меняете, безусловно. Про мужчин я могу только сказать, что есть интерес или поддержка, может быть, для кого-то именно женщина, как этот ангел-хранитель. Правда, мои дорогие мужчины? Может быть, и неважно, кем она вам приходится. Может быть, и друг.
а может быть, она ваша родственница, а может быть, это ваша знакомая недавняя, но она вам очень интересна. По крайней мере, в эту неделю вот такие эмоции вас могут, ну, практически заполонить. Вы будете думать немножко чаще о ней, чем предполагали. Но для девочек это ваше благополучие пытается войти в вашу жизнь. Да, у кого-то я жду ребенка, если это подходит по возрасту и вашим целям, желаниям, намерениям. Но это еще и карта, когда мы благоустраиваем свой дом, делаем свою жизнь более красивой, более удобной. Иными словами, вот это качество жизни мы готовы менять. Ну и, конечно, сильная позиция, но... И я должна сказать, мои дорогие девочки, несмотря на то, что всячески положительная карта, надейтесь сами на себя. Есть все же, это символ нового «я». Это как возрождение наших желаний, но уже в более конкретных формах. Мы словно составляем такой тезис-план на жизнь, чего же мы хотим достичь. И опять же, в более чем реальной ну, концепции. Не совсем тут, это точнее совсем не про мечту, а как раз про то, как мечту или сказку сделать былью. И вот и императрица, она ведь очень плодовита. Ну и буквально нам тут показывают земной шар, да, но плодовита на идеи, на какое-то вдохновение, на творческие инсайты. И после вот эти инсайты она переложит на реальные рельсы и обязательно это воплотит в жизнь. Но это она сама действует, поэтому и надеяться нужно на саму себя. Не замечтаться. И я бы сказала, собой не рисковать. Императрица никогда собой не рискует, но я могу сказать, что это и к мужчинам относится точно так же. Тут какой-то поступательный, медленный прогресс. По семерке пентаклей нам даже говорят, предоставь, если это отношение, идти своим чередом. Если это какая-то тема, которую вы изучаете, или вы хотите, вот как творчество, или новый ваш проект, здесь тоже нужно, как и изучить тогда самому, может быть, найти информацию. Здесь что-то более надежное, чем, знаете, как мы наспех что-то сделали и получили результат. Ну, какой есть, такой и получили. Нет, нам тут наоборот останавливают немножко по времени именно потому что по семерке пентаклей мы как будто посадили только зерна будущих успехов. А теперь мы взращиваем денежное дерево. Вот у кого-то, правда, такой проект, который для вас может принести, ну, может быть, как и новый способ заработка, или когда вы учитесь, осваиваете буквально, словно новую профессию, или как новый навык, ремесло какое-то, а в последующем вот это денежное дерево получится. Добрые дела наспех не делаются. Вот так нам говорит карта. Знаки судьбы. Дела семейные, дела домашние. Понятно, что для тех, кто в паре, и для тех, кто человек семейный, единение души. Есть и флирт, есть и радость в семье, есть и какие-то добрые вести или какие-то возможности. И вот этот якорь, наверное, это когда полный баланс в вашей семье. Ну и по десятке пентаклей, безусловно, тут могут проходить вопросы, связанные напрямую с жилищем или одновременно с деньгами. Деньги здесь тоже могут быть по максимуму, поэтому какие-то новые концепции заработков или правильное взаимодействие, правильные партнерские отношения. Может быть, вы в целом пересматриваете свое окружение, но сохраняя все то, что нужно сохранить. Или то, что как с элементом прогресса может быть продолжено. И неважно, у кого-то это работа или рабочий проект, а у кого-то это личная жизнь, семья и близкие люди. Но, по крайней мере, именно на семье или, может быть, на доме, потому что проходят как и домочадцы, так и буквально стены еще, помимо денег, по десятке пентаклей. И поэтому деньги, дом, наши близкие и любимые. Вот это как знаки судьбы, это в центре внимания. Хотя я могу предположить, у кого-то и работа на дому, как дополнительный источник дохода. Давайте посмотрим, что же там за продолжение следует. А ведь правда,
Не отказывайтесь от какой-то идеи. Не случайно императрица. И вот, кстати, мои дорогие мужчины, вот это может быть символ по карте, как та идея, которую вы хотите воплотить в жизнь. И пусть это что-то, когда вы только начинаете, делаете первые шаги. Не откажитесь. Потому что через какой-то период времени по шестерке мечей, ведь это карта заслуженного успеха. И тут действительно и деньги какой-то проект вам приносят, и буквально успех, может быть, еще и известность. Но это не совсем в контексте понятной недели. Мы еще должны что-то доизучить, что-то доработать или наоборот разработать. Тут у кого как, у кого какой проект. Но, по крайней мере, по этой карте у нас хватает мужества идти вперед. И по этой карте мы ведь словно идем где-то и в одиночку, и с другой стороны, мы еще по этой дорожке не ходили, мы еще этот путь не исследовали, поэтому, может быть, и много еще пока каких-то неопределенностей, но самое главное, чего-то не бросить или не забросить какое-то дело, которое в конечном итоге при вашей настойчивости вас приведет как и к успеху, так и к популярности, к новому качеству жизни и поможет заработать деньги. Что-то многообещающее у вас может буквально родиться на этой неделе, к примеру, как идея. И правда, будьте немножко на своей волне. Вам это как будто помогает. Отшельник – это мудрец. И, кстати, это карта независимости. И у него все дороги открыты, но он идет своим путем. И, кстати, он идет в своем ритме. Он никуда не торопится. Движение есть, но тоже движение медленное по отшельнику. И эта карта, когда вам никто не мешает. Вот есть какой-то проект или какая-то тема, где вы можете раскрыть свои таланты, свои лучшие качества души, характера, настойчивости, может быть. Или то, чем вас одарила природа. Может быть, для кого-то тут ведь у каждого по-своему. У кого-то, кстати, по шестерке мечей это может проиграться. Ну вот конкретно, когда вы изучаете языки, и в последующем вы становитесь как более востребованными на рынке труда, а кто-то будет изучать язык программирования тоже. И часто ведь это пространство нам показано на шестерке мечей. Почему, кстати, может еще и говорить о переезде, переезде с семьей. Вот я об этом не сказала. Куда-то перемещаться вы, может быть, надумаете. Или то, что вы сейчас изучаете. Или какой-то проект перед вами откроет перспективы таковы, что вы тоже куда-то соберетесь и поедете. И тут ведь у каждого по-своему, кто-то на конференцию поедет, правда? И вы будете, ну, как повышать свои профессиональные навыки. А у кого-то этот переезд будет, ну, где-то на уровне личных отношений или, может быть, и любовной истории, или переезда со всей семьей. Поэтому все равно прогресс есть. Но куда-то не торопитесь. Повторюсь, добрые дела наспех не делаются. И независимость у вас должна быть по отшельнику. Он мудрец. Независимость тут по этой карте, она не предусматривает, что мы кому-то что-то доказываем. Отшельника нельзя купить. И налезть его не купишь. Да, и на какие-то острые высказывания тоже. Он самодостаточен тем, что он о себе все знает. И вот такие энергии вам предлагают на сферу ваших достижений, на работу, на достижение, может быть, конкретных, там, нужно получить документ, и, значит, нужно к этому относиться как-то по-мудрому. Может быть, с чиновниками вам придется контактировать. Не всегда приятно, не всегда быстро, потому что чиновники, как и мы, люди, у каждого свой характер, проблемы дома, например, да, которые часто человек переносит на свое настроение на работе. То есть вы с разными людьми будете сталкиваться. Поэтому вот как отшельник, он безэмоционален. Поэтому, наверное, в делах именно, в работе, в учебе или в согласованиях, или в вашем проекте исключите эмоции. Вы более продуктивны и вы более независимы. Вы на этой неделе, правда, для себя можете принимать очень важные решения. И по пажу Пентаклей нам тоже предлагают рассмотреть как новую концепцию заработка. Твердое намерение процветать и твердое намерение чему-то обучаться. Может быть, кто-то из вас, деньги вы нам показали
карты пасьянса, что вроде как и есть, и будут, но, может быть, вы пойдете на курсы недостаток знаний, потому что мы всегда по пажам учимся. Мы можем учиться и онлайн, мы можем учиться сами, ища, например, информацию в интернет. Такое тоже может быть. Но это то, что вам нравится. И тоже нам, как вот смотрите, и паж пентаклей, и семерка пентаклей немножко останавливают от поспешности. И нужно уделить внимание деталям. И, кстати, если мы говорим про какие-то траты крупные, я бы сказала, мои дорогие рыбы и рыбки, только инвестиции в себя. По пажу пентаклей, но по этой карте нам не дают совет буквально из кармана достать крупную сумму денег и за что-то такое грандиозное заплатить. Поэтому, наверное, не совсем в контексте этой недели. Хотя деньги есть, деньги будут. Личная жизнь. Тут тоже какой-то намечается выход из лабиринта или из запутанной истории. Быть может, вы услышите какую-то информацию, которая вам добавляет ясности. Но вы и сами можете искать, как правильно обустроить тот или иной вопрос или то или иное дело. Если я сказала, какая-то путаница, да, или выход из лабиринта, но это как путь наверх. Может быть, и есть еще та тема, которая вас заставляет именно углубиться в нее и не торопиться с решениями. И, может быть, это и по части личной жизни. Но нам где-то тоже говорили, особенно если по части новых знакомых и одновременно личной истории, не торопитесь тоже. Как и с деньгами нам дали совет, так может быть и с эмоциями, мои дорогие. Предоставьте отношениям развиваться так, как вот оно все развивается. Но то, что какое-то предложение или какая-то информация, которая касается, мои дорогие рыбы и рыбки, первое, либо вашей личной жизни, потому что именно на личную жизнь выпадает, или, может быть, это вопросы работы, потому что личная жизнь – это еще и ваше творчество. А все, что касается творчества, это не есть какой-то рабочий график. Это то, о чем мы будем думать, как о нашем детище 24 часа. Если мы вдруг не можем заснуть и все равно продолжаем обдумывать. Поэтому это может быть как какой-то инсайт из разряда «ну, меня вот осенило» или «ноу-хау, я понял, как это действует» или «работает», «как мне нужно действовать», может быть, тоже. Вы с чем-то определяетесь. И одновременно здесь и возможности вроде бы есть, но есть еще и какая-то концепция, которую вам нужно доизучить. Или так вот поразмышлять мудро, отшельник, да, как это переложить на реальные рельсы. Потому что у вас еще одновременно аркан императрица. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.